Холодное утро понедельника начиналось как обычно. Серое небо зловеще нависало над городом, несущий прохладный ветерок шуршал по дорожкам школы, ощущался самый настоящий аромат осени. Школьный звонок возвестил начало первого урока, и учительница начальных классов Валентина Алексеевна начала проверять список присутствующих. Она была доброй и внимательной, всегда готовой прийти на помощь своим ученикам. И сегодня, как всегда, она пришла в свой класс, полный надежд и ожиданий от новой недели. Дети с нетерпением ждали, когда же они смогут снова погрузиться в мир знаний и забавных историй, которые так любила рассказывать их учительница. Однако атмосфера в классе изменилась, когда в дверях появилась Лиза. Хрупкая девочка с длинными косичками вступила в класс на костылях, стараясь не привлекать внимания. Одетая в слишком большой свитер, она шла медленно, погруженная в тени своей печали. Ученики сразу притихли, их взгляды прилипли к ней. Обычно Лиза была веселой, активной, бегала на переменах, а ее рисунки забавных человечков всегда вызывали улыбку. Но сегодня она выглядела уставшей, с потухшим взглядом. Валентина Алексеевна, почувствовав, что что-то не так, спешила к Лизе. Она помогла ей усесться на парту, заполнив пространство вокруг девочки нежностью и заботой. Сидя на своем месте, Лиза старалась сосредоточиться, но в ее глазах были слезы, готовые пролиться. «Что случилось, Лиза?» – спросила учительница, стараясь говорить спокойно. Лиза тихо ответила, что упала с лестницы. Это объяснение не казалось убедительным Валентине Алексеевне. В лице девочки прочитывался страх и внутреннее смятение. Но когда учительница подошла позже, во время перемены, чтобы расспросить подробнее о происшествии, девочка вдруг почти шепотом спросила: «Все папы так делают». Эти слова прозвучали слишком тихо, но в голове учительницы они зазвучали как громкий крик. На долю секунды она онемела. Вопрос был не о лестнице, не о ушибе. Он был куда глубже. В тот момент Валентина поняла, что дело не просто в физической травме, а в том, что произошло в семье этой маленькой девочки. Ее сердце сжалось от тревоги, и она вспомнила о том, сколько раз ей приходилось сталкиваться с подобными вопросами, когда ее ученики останавливались и смотрели на нее с надеждой, ждут помощи. Этот вопрос Лизы означал, что нужно действовать и действовать быстро. Здесь нельзя было медлить. Она вышла из класса с дрожащими руками и мышлением, полным волнений и страха. На телефоне она сразу набрала номер полиции и социальную службу. Голос у нее дрожал, и каждое произнесенное слово давалось тяжело. Она не обвиняла, не строила догадок, но молчать было невозможно. Печальное понимание о том, что происходит у Лизы, переполняло ее. Спустя час в школу прибыли специалисты. Учительница вернулась в класс с улыбкой, стараясь, чтобы дети ничего не заметили. Но в ее глазах были слезы, которые она с трудом сдерживала. Когда они забрали Лизу под предлогом осмотра, Валентина Алексеевна тихо смотрела ей вслед, и ее сердце наполнялось горечью наблюдаемого отсутствия детской радости. За дверью Лиза не могла знать, какие чудеса и опасности ожидали ее в этом мире. Этот шаг был трудным, но необходимым, и вместе с этим она вселялась надеждой. Лизе сказали, что ее заберут на обследование, но внутри себя она знала, что ее ожидает не самая веселая жизнь. Истина раскрылась позже. И дело, начатое с вопроса маленькой девочки, не закончилось молчанием. Эксперты, работая в комнате с Лизой, потратили много времени, чтобы выяснить, что на самом деле происходит. Первые же слова девочки пошатнули уверенность отдела полиции, и они начали расследование, которое вскоре захватило весь город. С течением времени стало ясно, что Лизу не просто наказали за ее ошибки. Ее ограничивали, не слушали и не давали ей свободу. Все то, что произошло в ее семье, было затерто в молчании, но теперь, благодаря внимательной учительнице,
один из виновных не сможет больше оставаться безнаказанным. Лиза вскоре поделилась со следователями широкой картиной своего дома и того, что происходило за его закрытыми дверями. Ее слова принимали выборочные формы, а пунктуальность понимания тяжелого детства все больше обрисовывала реальность, полную боли. И когда следственные органы обнаружили более глубокие улики, такие как фрагменты разговоров и растерянная речь среди членов ее семьи, они поняли, что в этот момент Лиза стала частью системы, которая не могла оставить ее равнодушной. Лизу отправили в временный приют, где ее окружали заботливые люди, готовые поддержать и дать новую надежду. Каждый день она встречала новых друзей, и хотя ее сердце все еще ныло от причиненной боли, свет новой жизни начинал прорастать в ее душе. Валентина Алексеевна продолжала навещать Лизу, даря ей книги и сладости, и каждый раз с ее лицом появлялась надежда. Как-то раз во время одной из встреч Валентина спросила Лизу о том, что она планирует на будущее. «Как ты себя чувствуешь? Что ты хочешь делать, когда вырастешь?» Лиза, немного колеблясь, ответила: «Я хочу стать учителем. Я хочу заботиться о других детях, как ты заботилась обо мне». Эти слова были для Валентины настоящим откровением. Лиза, смотря на светлую сторону жизни, больше не хотела оставаться в тени страха. Постепенно история о Лизе достигла широкой огласки в городе. Местные СМИ, поведомления о новых действиях, мольбы о помощи другим деткам из подобных ситуаций – все это привело к увеличению общественной активности. Затерянные среди своих страхов люди начали объединяться, чтобы создать сети поддержки для детей, ставших жертвами насилия. Школы даже организовывали специальные тренинги для учителей, чтобы предотвратить подобные ситуации. Прошло несколько месяцев, прежде чем дело Лизы оказалось в суде. Когда ее дело стало перед судьями, окружающие ее люди, в том числе Валентина, пришли, чтобы поддержать ее. Лиза стояла чуть дрожа, но с гордо поднятой головой, когда ей предоставили возможность поделиться своей историей. Это был ее момент, когда она могла высказаться о том, что произошло с ней, с теми, кто ее не слышал в своем прежнем доме. Зал суда молчал, и, слушая ее слова, многие не могли сдержать слез. Лиза говорила о своих страхах, о своем желании быть счастливой, о том, как важно быть услышанным. Она считала, что не только ее судьба важна, но и судьбы многих детей, которые переживают подобные ситуации. Каждое ее замечание бросило свет на проблему, которая слишком долго оставалась в тени. Когда прошло время и решение было оглашено, Лиза нашла в себе удивительное мужество. Папа, о котором она так тихо говорила, получил свой приговор, который привел его к ответственности. Но важнее всего было то, что этот момент стал началом ее нового пути. Каждый из них – правозащитник, судья Валентина Алексеевна и сама Лиза – теперь смогли видеть, что иногда, чтобы помочь, нужно говорить, а иногда следует просто быть там для других. Теперь, находясь в новом доме, окруженная любовью и заботой, Лиза могла снова мечтать. Ее жизнь двигалась к лучшей стороне, и с каждым новым днем она знала, что все будет хорошо. Благодаря храбрости и решимости ее учителя, она знала, что теперь вся история о детях обретет свои честные краски, которые помогут им находить пути к скорейшей свободе. Прошло время, и вот, стоя утром перед открытой дверью своей новой школы, Лиза переживала этот момент заново. Проходя через стремление и непрерывную работу над собой и своим будущим, она знала, что ее голос будет всегда слышен. Не все папы так делают, и теперь, благодаря внимательной учительнице и ее преданности, маленькие голоски детей были услышаны. И за этим следовали изменения, которые вдохновляли, переполняли надеждой, придавая смелости тем, кто еще о качестве своего голоса даже не мечтал.
Этот холодный понедельник, начавшись как обычно, несет в себе новую историю надежды и силы, которая становится мостом между темными тенями прошлого и лучистыми мечтами будущего. Это была история о том, как один вопрос и одно доброе действие могут ворваться в одиночество, пробудить сердца и растворить темные тени, оставляя место для света.